Привет, друзья! С вами Макс, и это канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Кстати, если вы давно смотрите мои видео, то вы, может быть, даже вспомните эту шляпу. У меня произошло воссоединение с этой шляпой. Почти 5 лет она лежала в России, ждала меня. И вот я с ней воссоединился в Грузии, друзья. Сегодня мы в Грузии, находимся рядом с Тбилиси. Здесь деревня, которая называется Кикети. И сегодня мы с моим сыном Мирославом... Всем привет. Мирослав, ты выглядишь как пасечник. Любишь пчел? Ну, не знаю. Возможно. Мы сегодня с Миркой пойдем в поход выходного дня или в хайк. Где-то примерно 4 часа, 3,5-4 часа маршрут у нас, и мы дойдем до другого поселка, который называется Каджори. Может быть, это поселок, может быть, это городок, не знаю точно. В общем, какой-то небольшой населенный пункт. Будут горы, будут водопады, будет прикольно, будут интересные фразы на русском. Присоединяйтесь. Мирка сегодня у нас будет в роли кого? Следопыта. Будет искать, следить за маршрутом, за картой. Покажи, Мирка. Вот Покажи. она карта, и вот у нас первая точка будет. Где у нас первая точка? Покажи. Первая точка у нас будет... Вот здесь, подожди, вот здесь. Вот у нас первая точка. Это у нас обзорная смотровая площадка. Смотровая площадка, откуда мы посмотрим на красивые виды. Маршрут вот сейчас начнется буквально вот там, где такой, видите, желтый указатель. Оттуда начнется маршрут. И мы пойдем уже не по асфальту. Сейчас мы идем по асфальтированной дороге. Но, ладно, пока еще будет асфальт. Но я надеюсь, что скоро мы с асфальта уйдем. Вообще, нам сегодня очень повезло. Во-первых, потому что пасмурно. Сейчас уже конец июня в Грузии. И днем очень жарко. 30 градусов. Прям солнце очень шпарит. Ультрафиолетовое излучение очень сильное, 8 или 9 UV-индекс. И прям, в городе находиться тяжело. Хотя город тоже, в принципе, находится рядом с горами, но все равно там очень жарко. А здесь, наверху в горах, температура гораздо ниже. Например, сейчас градусов 18 где-то. Ой, я просто посмотрел, что по мне ползет. Сейчас я вам расскажу про опасности, которые здесь есть. Вот, в городе 30 градусов, жара, сильный UV-индекс, и где-то с 11 до 5 вообще на улицу выходить не стоит, потому что очень, очень некомфортно. А здесь просто благодать. Здесь 18 градусов, сегодня еще пасмурно. В общем, супер. Супер. Мирка, как тебе погода? Кайфовая, только надеюсь, что не будет сильного дождя. Ну да, вообще тучки ходят. По прогнозу дождя не было. Там, была одна капелька, то есть если и будет дождь, то он будет короткий и как бы не сильный. Но посмотрим. Я смотрю на разные растения знакомые. И так забавно их видеть, когда ты их долгое время не видел. Вот это, например, растение называется крапива. Видите, крапива. Она может тебя ужалить. Мы говорим ужалить. Знаете, как пчела бзззик, тоже жалит, потому что у пчелы есть жало. Вот также у крапивы есть маленькие тонкие иголки. И если как-нибудь вот так ее... Ау! Черт побери! Если вот так вот... потрогать ее, то потом у тебя появятся такие волдыри, да, волдыри мы их, Мирка, называем.
Как мы еще говорим? Наверное, да, волдри, прыщи такие вот. Красные прыщи, да, вот у меня уже начали появляться. Я вам потом покажу свою руку. Я, ну, как бы вот здесь везде чувствую жжение сейчас. Поэтому Мирка что-то хочет сказать. В общем, но правда вот крапиву можно есть. Из нее даже можно, в принципе, сделать салат. Салат из крапивы? А как? Да. Она же будет жалить рот. Там некоторые специальные листья кладут, которые, получается, не жалят, потому что листья сами не жалят. Жалят именно сам стебель. Стебель? Да. Давай покажем стебель. Вот это листья, а вот здесь стебель. И вот если вы посмотрите на стебле, действительно, сейчас плохо видно, но на стебле есть огромное количество, так еще хуже видно, огромное количество всяких тонких таких иголочек. Короче, как небольшой кактус. Ладно, на самом деле, действительно, крапиву едят. Обычно ее просто обдают кипятком. Мы это так называем, обдать кипятком. Означает просто налить сверху кипяток. То есть ты берешь крапиву, ну, обычно листья, кладешь ее в тарелку, наливаешь туда кипяток, бам-бам-бам, и все. И после этого эти все иголки размягчаются, и можно есть крапиву. Например, я знаю, что делают щи из крапивы, да, Мирка? То есть типа такой суп из крапивы. Пироги, я знаю, из крапивы делают. Знаешь еще что-то? Салат, да? Салаты, да, как раз таки вот. Потом... Вроде больше ничего не вспоминается, да? Да, пока что ничего не вспоминается. Угу. Пока что вот так вот. Тут в лесу огромное количество разных грибов. Ну, я не буду... Я предполагаю, какое название у каких грибов, но я точно не уверен, потому что здесь, на Кавказе, они выглядят немножко иначе, нежели в том регионе России, где я был. И поэтому... И просто не хочу грузить вас лишними названиями, но просто посмотрите, какие прикольные грибы. Я думаю, что большая часть этих грибов либо съедобная, либо условно съедобная. Условно съедобная означает, что сначала их нужно отварить, а потом их можно, например, пожарить. Или если ты хочешь сварить суп, то ты сначала грибы отвариваешь, а потом сливаешь воду и потом уже добавляешь их в суп. Или нужно снять вот такую вот верхнюю пленочку, например, которая находится сверху у гриба. Ну, у этого гриба не нужно, но у некоторых грибов нужно снимать ее. Это условно съедобные грибы. Ну и есть несъедобные грибы, которые нельзя есть. Ох, ребята, такое огромное количество грибов я увидел. Ну и я почти уверен, что вот такие грибы с такой толстой ножкой, они съедобные, я почти в этом уверен. Но почти. Все-таки здесь грибы немножко другие. И... Как бы я даже сказал Мирке: Мирка, давай соберем грибов, потому что они такие красивые, такие классные, наверняка очень вкусные. Но, Мирка, почему ты отказался? Вот ты вот ешь, а я не буду, потому что мало ли тут может быть какой-нибудь местный гриб, который несъедобный, а он может быть очень похож на какой-нибудь наш российский гриб. На какой-то съедобный, да. Да. Ну, да. Я и говорю, что я почти уверен, и вот эти несколько процентов, они меня и останавливают на самом деле, потому что все-таки, ну, есть шанс, да, что можно что-то перепутать. Ой, господи, это птица. Да. И на самом деле Юля также, она не очень, скажем... Ну, она не разбирается практически в грибах, и ей страшно, просто есть какие-то грибы, в которых она не уверена. Поэтому, в общем, я решил, что ладно, не буду собирать грибы, но мне вообще очень хочется. Просто берешь эти грибы, ну, можно их быстро отварить, буквально там 2-3 минутки они покипят, и... Потом ты их кладешь на сковородку с маслом, туда картошки, обжариваешь. Муа! И лук. Лучок еще обязательно. Как? Что ты говоришь? Буэниссимо. Буэниссимо. Буэниссимо, чикос и чикас. Ах, грибочки, грибочки, грибочки.
О, кстати, мы нашли здесь место для пикника или кемпинга. Здесь есть костровище, то есть место для костра. Смотрите, место для костра. Здесь никто не парится по поводу костров, и люди везде делают костры. Это, конечно, потрясающе. Ну, с одной стороны, не всегда, конечно, в таких местах приятно находиться, потому что тут иногда бывает много мусора. Ну вот, например, здесь еще одно костровище, и здесь тарелка разбитая. Ну, как-то не очень это приятно. Но вообще мусора здесь нету вокруг, это здорово. Но сама идея, что человек может спокойно сделать костер, посидеть у костра, нет никаких дурацких законов, которые это запрещают, это классно. Это классно. Эх. Вот, посмотрите, какая красота. Еще одно место для, ну, не знаю, я бы не сказал для кемпинга, скорее, я бы даже не сказал для пикника. Вообще, я думаю, что вот такие места используют в основном пастухи, потому что здесь люди пасут скот. У Амирка, можно сесть посидеть, да? Вообще, можно было бы костер сделать. Классно. Здесь сидят пастухи и пережидают полуденную жару, а вечером могут что-то приготовить на костре или просто делают костер, чтобы согреться, потому что к вечеру здесь температура может быть очень низкая, градусов 10-8, даже летом. Не знаю, насколько хорошо видно, что на указателе, но вот видите, здесь Panoramic View, это как раз смотровая площадка, 10 минут до нее, 400 метров. И еще вот мы прошли, кстати, почти 2 километра от Кикети, и мы идем как раз в Кабени Waterfalls, и, может быть, дойдем до монастыря, но я не уверен точно. И потом дойдем до Коджори. Так, пробую посмотреть через бинокль, насколько видно. Видно ли вам что-то через бинокль? Вот эта деревня, куда мы идем, называется Коджори. Прикольно, сработало. Ребята, вы посмотрите, какая просто красота невероятная. Во-первых, там впереди деревня Коджори, куда мы идем. Там высоченная гора и такой скалистая стена. Видите, обрыв такой, скалы. Вот там внизу просто какое-то, не знаю, неимоверной красоты место. Там, кстати, бежит, вернее, маленькая речка, ну или идет речка, окей, идет или бежит. И вот там водохранилище, небольшое водохранилище, и там же есть гидроэлектростанция. Я, правда, не уверен, она сейчас работает или нет. И дальше идет другой поселок, до которого мы как-нибудь тоже, может быть, дойдем. А наш первый пункт находится вот здесь. Там находится первое место, куда мы идем. Это как раз смотровая площадка. К сожалению, сегодня вряд ли будет хороший вид, потому что, видите, туман и горы вдалеке видны не очень хорошо. Но все равно очень красиво. Ну что, Мирка, какие у тебя впечатления? Ну, в общем, офигенно, могу сказать. Офигенно. Просто вот смотрю на этот вид, просто шикарно. Идеально просто. Да. Кстати, если вы вот посмотрите вон туда вот, Ага. то там вот, не вот эти вот ближние горы, там вдалеке, Это вот те, которые еле видно, да? да, которые вот там вершины, и за вот этими вершинами еще вот там вот вообще просто видно, просто малюсенькая их просто часть, там уже будут горы Армении. Да-да-да. Вот там вот уже Армения. Обалдеть. То есть мы прям сидим в Грузии и видим Армению. А мы в Армении встречались с тобой когда? В 23-м году. В 23-м году, да. Вот, мы с Миркой встречались в Армении. Сейчас встречаемся в Грузии. В следующий раз где-нибудь на другом континенте, да, встретимся? В Бразилии или в Аргентине.
идем к водопадам. Уже второй наш пункт назначения – это водопады. Там должно быть 4 водопада. Посмотрим на них, должны быть очень красивые. А пока хочется с вами поговорить про опасных зверей. И вообще про опасных животных, которые здесь есть. Давай, Мирка, я одного, потом ты одного. Давай. Кто начнет? Я. Давай, какие опасные животные здесь водятся? Ну, вначале начнем с насекомых. Получается, первое опасное насекомое – это клещи. Их сейчас здесь очень много. Я сразу сделаю поправку. Вообще, по-моему, клещи, они относятся к паукообразным. Паукообразные – это насекомые или нет? Там есть какая-то с этим тема, в зависимости от количества лап. По-моему, паукообразные – это не насекомые или что-то короче. Давайте будем проще. Насекомые – это все, что маленькое и ползает. Поэтому первое – клещи. Расскажи про клещей. Клещи, их очень много. Они умеют достаточно быстро могут прыгать и вцепляются своими клац-клац клещами и... Клешнями. Нет, клешни – это вот здесь. А это у них, наверное, как это, жвала? Или как это будет называться правильно? Их... двумя такими вот частями. Ну, в общем, вот здесь вы увидите, возможно, это жвала, возможно, это как-то по-другому называется. Здесь будет написано. Мирка, осторожно, все хорошо? Да, здесь, правда, такая дорога очень... Неровная, да? Неровная и сильный спуск. И, получается, они пьют кровь, и ты их не всегда успеваешь замечать, потому что они очень даже незаметно пьют твою кровь. Иногда, как комары, ты, конечно, заметишь, если они прям будут сильно пить. Но ты также их не можешь заметить. Правда, клещи, они могут несколькими часами пить твою кровь. И многие из них переносчики там, опасных болезней. Вот, какие болезни они переносят? Энцефалит – это первое. Ну и дальше еще болезнь Лайма. Да, также известная как боррелиоз, от которой, кстати, нет прививки. От энцефалита есть прививка, от боррелиоза нет. Но, кстати, я не уверен, есть ли энцефалит на Кавказе. Я слышал, что нет. Может быть, есть, но это вроде как не считается прям таким энцефалитным регионом, насколько я понимаю. Но болезнь Лайма все равно есть, она опасная. Еще, насколько я знаю, здесь есть медведи, но... насколько я понял, в совсем небольшом количестве, можно не париться. Есть рыси, да, Мирка, ты мне говорил? Да, рыси есть. Ага, вот рыси. Но на самом деле реальную опасность представляют змеи, потому что змеи здесь есть. Я знаю минимум 2 вида ядовитых змей, которые здесь обитают. Первое – это гадюка. Ядовитая змея. Она, кстати, есть в России тоже, достаточно распространена. И вторая змея – это гюрза. Вот 2 такие ядовитые змеи. Что еще, Мирка? Не знаю именно как про змеи, но, кстати, я уже видела одну здесь змею, когда мы, получается, шли недалеко от нашего дома, которая проползла рядом с моей ногой. Вау! Змея рядом с ногой. Стремно. Начался небольшой дождь, как раз ожидаемо. Это было ожидаемо, потому что мы видели, что по прогнозу возможен небольшой дождик. Он действительно очень небольшой. Я бы сказал, дождик моросит. Все нормально. Мы идем почти 2 часа и прошли уже половину пути. Сейчас уже начнутся водопады, и потом нам примерно 2 часа нужно будет, чтобы добраться до деревни Коджори. Да? Угу. Ух, первый водопад будем встречать под дождем. Давайте посмотрим на него. Ага, мы его смотрим сверху. Мирка,
Да. У тебя есть магия телепортирования? Есть. Давай. Вот туда телепортируешь нас? Вот Да. туда, хорошо? 3, Давай. 2, 1. Фу, прикольно, Мирка, получилось. А почему ты без одежды? Я пойду купаться. Ты что, побежал купаться в водопад? Боже. 18 градусов. Ледяная вода. Идет дождь. Ох уж эти дети русского севера. Хайпо, приезжайте в Грузию и купайтесь над водопадами. Всем советую. Пока Мирка купался в водопаде, дождь усилился. Так, сейчас здесь нужно пройти. Давайте, нужно пройти по этим камням. Так. Оп, оп, оп. Оп, Сюда, а дальше куда? Дальше сюда, сюда. Оп, оп, оп. Вот. Короче, начался сильный дождь. Сейчас он немножко утих. Но Мирка весь промок. И сейчас нужно переодеть его во что-то из моей одежды, потому что у него нет ничего, ну, никакой сменной одежды, которую можно было бы надеть вместо этой мокрой. Так что сейчас будем переодеваться и пойдем в монастырь. Может быть, там можно будет переждать дождь, то есть дождаться окончания дождя. Дошли до монастыря. Надеюсь, что это он. Но вроде должен быть он. Надеюсь, тут удастся нам переждать дождь. Да на самом деле дождь уже практически закончился. Где там Мирка? Мирка! Давай сюда! Гамарджова? Добрый день. Можно войти сюда? Да? Опа. Ага. Давай. Фух, шикарно мы переждали дождь. Ну, он практически уже закончился, но мы все равно были мокрые, было достаточно холодно, неприятно. И мы зашли в эту церковь. Здесь, в этой церкви, сидело несколько ребят, ну, около 10 человек, наверное. Интересно, что они все были из коливинга. Они все жили в одном доме. Они мне рассказали про свой коливинг. Очень интересно стало. Захотелось к ним зайти в гости. И вот так выглядит эта церковь. Посмотрите, вот здесь мы сидели с Мирославом. Мы перекусили, посидели, отдохнули, высохли. Ну как высохли? Мирослав надел сухую одежду, я немного подсох, хотя все равно высох не до конца. Но мы сейчас пойдем, и на улице я высохну быстрее. В общем, очень красивое место. Не знаю, что тут комментировать, не буду ничего комментировать. Просто почувствуйте эту атмосферу церкви, которая, по сути, является и приютом для, хотел бы сказать, для туристов, но приютом для паломников, для тех, кто в пути, для путников. Вот, отличное слово. Приют для путников. Здесь даже есть такая, да, печка-буржуйка. Когда здесь холодно, видимо, ее можно затопить и сидеть в тепле. Удивительное место. 20 минут 5-го. Или 4:20. Фух. А мы начали в 11. Интенсивный у нас получился поход. И нам еще 40 минут идти до Каджори. Идем мы сейчас по такой лесной дорожке. Сейчас карабкались прям вот так в гору. Ну, в общем, непросто было, непросто. Но мы увидели 4 водопада. Первый вы уже видели, в котором купался Мирка. Потом был монастырь. И потом было 3 еще водопада. Вот первый водопад.
А вот первый водопад, вид сверху. А вот второй водопад. Вообще шикарный, абсолютно невероятный водопад. Там ребята купались, как раз те ребята, с которыми мы познакомились в церкви из Каливинга. И третий водопад – это вообще сказочный, абсолютно какой-то водопад, скрытый в зарослях. Туда было сложно добраться, но мы добрались с Миркой и вместе там купались. Опа. Мы, короче, где-то час пробираемся просто через горы вот так вот, чтобы попасть к последнему водопаду, к третьему водопаду. Ну, третий после церкви. Опа. А вообще четвертый водопад, который мы видим, и оно того стоило. Ну, это, конечно, просто фантастика. И здесь вообще никого нет. Посмотрите, просто какая красота. Вау! Чувствую, что сейчас мы вместе с Миркой будем купаться. Вода просто ледяная, просто ледяная. Смотри, 3, 2, 1. Он просто псих. Что ж, друзья, уже вот здесь, в буквально 10-15 минутах ходьбы, находится поселок Каджори, откуда мы будем вызывать такси. Там, кстати, в Каджори находится дача Берии. Да, того самого Лаврентия Павловича Берия, известного. Может быть, в следующих видео мы ее покажем. Вообще тут много мест интересных. Мирка, какие у тебя впечатления, мысли? Понравился тебе поход? Да, поход мне очень понравился. Было прям захватывающе и очень интересно побродить, походить по как раз-таки горам. Что понравилось больше всего? Больше всего понравилось искупаться в первом водопаде. Это когда шел дождь, да? Да. Было холодно? Да, было холодно. Ну, когда выходила я из воды, то было, в принципе, нормально. Правда, потом стало холодно. Ну, понятно. Еще раз поехал бы в такое приключение? Да, обязательно. Правда, Сабрину брать сюда лучше сильно не стоит. Если с ней и приезжать, то просто по каким-то небольшим местам походить. В общем, вот так вот наше 6-часовое путешествие завершилось. Мы проделали огромнейший путь. Самая сложная часть была недавно. Когда мы карабкались в гору, да? Да, когда мы карабкались по камням, просто среди пологого склона, почти по камням. Да, друзья. Что ж, Мирка, я надеюсь, что мы еще с тобой сюда приедем. Здесь есть еще ряд маршрутов, которые можно пройти. Друзья, спасибо, что были с нами. До встречи в следующем ролике. И напомню вам, что если вы хотите получать транскрипции для видео, для подкастов, премиальные выпуски подкастов и другие дополнительные материалы для практики русского, то ссылка в описании. Присоединяйтесь к membership программе. Пока!